История нашего знакомства с серией Streets of Rage выдалась весьма спонтанной. Банальщины по типу играл в детстве на Сешке, полюбил на всю жизнь, можете не ожидать. Вы, наверное, этого не замечали. Экраны и наушники не могут передать запахи, но от меня просто воняет ретро. Я обожаю старые 8-битные и 16-битные игры, так как они-то как раз и были в моем детстве, и в основном благодаря ним и моей тяге к их прохождению вы сейчас сидите на этом канале и слушаете мой пи***ш. Те из вас, кто давно знаком с играми для Дэнди, наверняка сразу же поняли, о чем я говорю. Киноман. Есть такой парнишка. Никто не поймет эту пародию. Павла я начал смотреть давно, еще во времена первых хроник Дэнди, и благополучно продолжаю по сей день. И вот, это года 4 назад, выходит у него на канале очередное прохождение игры под названием Streets of Rage. Ну, я как доблестный подписчик и фанат, конечно же, поинтересовался, что за игра такая и с чем ее едят. И посмотрев тогда то прохождение в коопе глубокой ночью, идеально совпавшее с временем суток в игре, я настолько проникся этим битэмапом, настолько вкатил саундтрек игры и визуальная составляющая, что я немедленно скачал себе на эмулятор и начал пробовать проходить. Впоследствии на пару с ракообразной нами был приобретен китайский мутант подобие консоли, сочетающий в себе и NES, и Сегу, разумеется, с наличием хуярда игр, в числе которых были те самые улицы ярости. Я не знаю как, но я смог обратить ракообразную в свою веру, и ей также немерено вкатила первая часть. Так сильно, что мы, взяв китайские убогие джойстики, сделанные из пенопласта, начали вместе проходить первую часть. Вы даже не представляете, как это было лампово. Огромный телек, уродливый мутант, имитирующий детство, и мы лажаем как полные петухи на самом легком. Дальше все пошло по накатанной. Сначала прошли на изи, потом добрались до второй части, кое-как прошли ее, потом попробовали третью, но не зная тогда, что американская версия является проклятой, пройти ее мы не сумели, положив гигантский болт. Вернулись к первой, начали тренить ее на нормале, прошли на нормале, пошли во вторую часть на нормале, получили не иллюзорных пиздов и больше даже не пытались. А дальше вы знаете, прохождение на нашем канале, все наше взаимодействие заключается в том, что мы можем бить друг друга. Стрим по третьей части, где мы ее таки одолели. Да меня-то зачем поджаривать? Ну, потому что, да. Спасибо. Зачем ты? Я в красных трусах. А твою мать! Жарь его, жарь его! Кого? 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 Есть! Ублюдок! Вонючий! А финальный босс оказался настолько чмо, что, вручив ему одну порцию пи***ы, мне показалось мало, и я пошел дать ему пи***ы еще раз. Знаете, кого надо обижать? Балерин! Давай, урод! Возвращаясь же к серии в целом, то из моего рассказа нетрудно понять, что фаворитом из оригинальной трилогии для нас является первая часть. В ней есть своя непередаваемая атмосфера, как бы иронично не звучало, улиц. Локации в основном приземленные, нет никаких секретных лабораторий по изучению говна или ебанутых джунглей, только ночные пейзажи города, неоновые огни вывесок, толпа уебков и бесподобный 16-битный саунд. Вторая часть вроде тоже ничего, начинается, по крайней мере, за здравие, а вот заканчивается уебищами на джетпаках и вонючими роботами. Она хороша, не спорю, многие механики доработаны и драки ощущаются лучше, но вот нет в ней той самой атмосферы и шарма первой части, и чего уж говорить про третью, если одним из играбельных персонажей представлен ебаный электродед, забывший принять таблетки от поноса. Повсюду роботы, прыгают ниндзя, ебучий паровозик Томас, так еще и куча концовок, лучшая из которых выбивается лишением игрока девственности. Я футбольный мячик! После третьей части четвертая не появилась, и серия, можно сказать, умерла. Была неплохая попытка фанатов вновь возродить франшизу, смешав все игры воедино и составив некий полный экспириенс с прохождением всех уровней, улучшенными эффектами и кровищей. И нам, так называемый Streets of Rage ремейк, очень даже зашел. Но, в общем и целом, он все равно оставался набором тех же уровней с небольшими дополнениями. Но тут, как ебучий гром среди ебучего ясного неба, после того, как мы прошли все части, прошли ремейки и оставили наивную надежду вновь услышать что-то об улицах ярости, появляется трейлер четвертой части с нарисованными героями и их новыми охуенными дизайнами и просто валят нас с ног осознанием того, что это, блядь, действительно происходит. Собственно, думаю, хватит тянуть Акселя за... И пора бы нам уже разобраться, смогла ли четвертая часть вернуть былую славу франшизе, и есть ли в ней хоть... Смогла ли четвертая часть уловить франшизу в воздухе и дать ей пизды, блядь, еще дать
Смогла ли четвертая часть вернуть былую славу франшизе? И есть ли в ней столь неуловимая атмосфера улиц ярости? Улиц ярости! С 4! С вами Сумочки, и, возможно, где-то там еще что-то пердит ракообразное. А это обзор на Streets of Rage 4. История того, как вообще появилась четвертая часть, с одной стороны интересная, а с другой тупая, как жопа. Была в стародавние времена, еще когда динозавры по земле срали, серия игр Вандербой. И фишка их была в том, что есть паренек, способный принимать облик различных животных и, соответственно, использовать их силы. Шутка про Бентена и... Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Нельзя говорить слово на букву Г. Какое слово? И вот многие годы спустя, когда динозавры вымерли, а их говно наконец-то убрали, некая студия Lizard Cube решила, а какого черта третья часть серии Вандербоя Дракон Трап... Драконья ловушка такая старая и страшная. А почему бы нам ее не ремейкнуть? Ну, примерно как-то так. Конечно же, я все переврал, но суть та же. Заручившись вдогонку поддержкой издателя Датему... Чуваки такие изваяли ремейк, и кто мог подумать, всем это понравилось. А потом следующим их шагом было... Звучит как плохая шутка. Валиться в штаб Сеги и попросить у них право сделать четвертую часть Улиц Ярости. А Сега такая... Да? И они пошли делать. А что это было, блядь? То есть, серьезно, сидела такая Сега, подтирала Streets of Rage свою задницу и дальше клепала своих убогих соников. Прошло нахрен 20 лет, приходят какие-то хуебесы, говорят, тетя Сега, можно Streets of Rage 4 выйдет погулять? Так говорит, можно? И она выходит, блядь! Но, тем не менее, разрешение дано, пора сделать игру. Опыт у чуваков уже был, перерисовывать классику под новый четенький диджитал арт они умеют. Одна проблема, движок нужен. Тут из какого-то унитаза вылезает некий Guard Crush Games и предлагает свой движок, на котором они уже сделали собственный своеобразный битэмап. Насколько он своеобразный, вы можете увидеть на своих экранах. Перекрестите их после просмотра. Серьезно, это ж сколько надо было ебашить молотком по этому движку, чтобы он в итоге превратился вот в это. А меня-то зачем поджаривать? Ну, вот и все. Полировка, хоп-хоп, и за 3 года игра уже доступна для покупки. Серьезно, просто приперлись и попросили сделать игру, я хуею. По традиции надо бы начать с сюжета, но... Где он? Где он? Аля, ну что там с сюжетом? Я, конечно, понимаю, что и в старых играх с ним было не ахти. И, как правило, дальше криминальная империя, подмявшая под себя весь город и бравых друзей, бросивших ей вызов, истории не заходила. 3 раза мы эту криминальную империю отпиздили. И что бы вы думали? Прошло 10 лет, новая криминальная империя захватила город, а наши бравые разбийники, которые то что-то постарели, то наоборот что-то помолодели, снова отправляются всех пиздить. Да, это олдскульный битэмап, да, они пытаются повторить классику, но прошло ебаных 10 лет. Неужели нельзя поподробнее нам рассказать, что делали наши герои? Завели ли семьи, продали ли деда на металлолом? Откуда у Блейз такие огромные приемы? Ну, вообще, информация эта написана в галерее с просмотром персонажей. В галерее с просмотром персонажей нам пишут информацию про героев. Окей, есть сдвиг. Теперь у нас вместо Мистера Икса, злодея оригинальных игр, его дети, Мистер и Миссис Игрек. И они и в подметке не годятся Иксу. Вы только подумайте, у мужика был костюм Мистера Бина и автомат. Если я начну стрелять! Вся! Он охуенный босс! Эти же просто какие-то аниме-детишки. Я аж чё-то прихуел. Сижу, смотрю заставки, нарисованные вроде в традиционном стиле. И хуяк, аниме рожа на весь экран. Я почувствовал себя батей, которому пиздюки канал переключили на телеке. Бля! Их вид совсем не устрашает. Они одеты в какие-то невыразительные банальные шмотки. Разумеется, УЗИ и гранаты не идут ни в какое сравнение с ебучим автоматом. Тот мужик ебал, а эти какают. Вот и все. Весь сюжет строится на их ебанутейшем плане, гипнотизирует всех вокруг музыка. А мы топаем из локации в локацию, дабы им помешать, а также пи***ть мрази и узнавать у них информацию, куда нам идти дальше. Спасибо, шеф. Ух ты, бля. Fuck you! Хотя карта пока такая спойлерит наш маршрут. А еще у Адама есть дочь. Да, в игре это появляется так же внезапно, забывается, тем более. Ой, папа, ты вернулся.
Я больше никогда тебя не брошу. Остается с этой теткой и бросает на всю игру. Ну, если от сюжета игры я, может, хотел чего-то большего, то от визуала мне ничего не нужно. Он шикарен. Сейчас где-то начали вонять совсем уж дремучие алды и пердеть, что не пиксель-арт, не хоррор. Но, на мой взгляд, бесподобный художественный стиль игры, проработанные до мелочей локации и фееричные анимации компенсируют старый добрый 16-бит. Персонажи еще никогда не выглядели... Персонажи еще никогда не выглядели... Язык, подчиняйся мне. Нет. Персонажи еще никогда не выглядели... Убивать хочу. Персонажи еще никогда не выглядели и не двигались так сочно. Их приемы из классики бережно воссозданы, а с новым визуалом смотреть на них стало еще приятнее. И что больше всего меня радует, разработчики не стали ограничивать себя современными трендами и нарисовали вполне себе внушающие формы и габариты как персонажам, так и их врагам. Странно только то, что как будто бы из всех персонажей постарел только Аксель, а все остальные черпают себе молодость, попивая кровь врагов. Про локации говорить-то нечего. О, задница смешно. Про локации говорить-то нечего. Задние фоны насыщенные, всегда полны на детали и отсылки. А такого количества интерактивных объектов не видел ни одна игра в серии. Почти добрую половину окружения можно либо разбить, либо использовать для своих нужд. Нужд, конечно же, вдвойне сволочей. Ряды которых включают в себя как уже знакомых нам уебков, так и совершенно новых. Из всех особенно выделяются тучные полицейские, норовящие засунуть вам электрошок в задницу. Да сука! Да, вот я должна... А мне похуй. Да ебаный ты пиздец, блядь! Блядь, нахуй ты его бей! Достал он. Опа! Он меня... Их напарники с щитами из Сколково и прыгающие мудозвоны, атак у которых невозможно отбить. Они всегда вас побьют и постоянно пафосно держат свои руки в карманах. Бесит они, блядь, ломал. Боссы тоже не могут не радовать. Тут вам и девка с удавом душить, которым она будет вас, и комиссар Гордон, который смотрит на Бэтмена как на пакетик, и ультрамощная накачанная полицейская, носящая один лишь только жилет, а больше ей ничего не нужно, только ваши страдания, ибо она забрала себе нашу машинку. Боссов реально целая куча. Как вам еще, например, снова эта же баба? Или опять девка с удавом, только теперь их две, и они просто разного цвета. Да, то же самое было и в классике, и чего ж греха таить, на нас нападали клоны Blaze. Но в том-то и дело, что это старые игры, и мощности тогда были ограничены, приходилось выкручиваться. Здесь же никаких ограничений, рисуй себе сколько хочешь уникальных тварей. Но нет, либо решили срезать углы, либо пойти в полную классику. Решайте сами. Здесь я должен что-то там говорить про музыку, но я не хочу ничего говорить, потому что такого количества хвалебных прилагательных нет в нашем языке. Поэтому переходим к геймплею и... Да ёб твою мать, он тоже топ! Что может произойти, когда продолжением культовой серии делают истинные фанаты этой же самой серии, игравшие в нее в детстве? Получится невероятный успех. Драться в четвертых улицах ярости.
охуенно. Вы буквально чувствуете, с какой мощью, с какой силой вы ебашите врагов. Они отлетают в стены, врезаются в объекты, и что самое, сука, охуенно, их можно держать в воздухе и бить так до бесконечности. Это ж самая веселая вещь, которая только может быть во всяких файтингах и битэмапах. Возможность продолжать бить врага до посинения в воздухе. На самом деле, эффект импакта ваших ударов достигается довольно просто. В момент, когда кулак достигает вражью морду, происходит стоп анимации. Враг на мгновение замирает в позе исключенной от боли, а в следующее мгновение уже летит в сторону. Как раз таки именно эти микропаузы и помогают почувствовать всю мощь вашего удара. Как мы его мацевали в воздухе. Сука, драться в этой игре просто Охуенно. Прикинь, просто. Но и это не самое главное. Главное это то, что на этом проклятом движке разработчики сумели уловить те самые ощущения, получаемые от драк в старых играх, и приумножили их в 2 раза. Но давайте немного конкретики. На выбор нам дается 4 бойца, и 5-го самого лучшего откроет по ходу. Самый сбалансированный и ровный Аксель, быстрая Блейз, никакущая Черри и Туша, даже имя его забыл. Старички здесь исполнены в первозданном виде. Аксель с его грандапером и Блейз хью-ху-ха! В принципе, подходит для идеально сбалансированной команды в коопе. Пока не появляется Адам. Солнцеликий, сука, Адам! В полной, сука, мере оправдывающий свою кличку. Серьезно, им, блять, играют все! У него самые сильные приемы, ебашит по-черному. Чего нельзя сказать про его дочурку? Бегать-то она может и умеет, но вот драться нет. Урон никакущий, бьют больно, вонючая гитара размахивается полчаса, а от ее суперудара можно проиграть не только в игре, но и в реальности. Fucking slaves. Ну и Туша. Я знаю, Макс в оригинале тоже был медленный. Но этот ж, блядь, до обостренных штанов медленный, так, сука, нельзя! В этой игре куча быстрых врагов, атакующих резкими атаками. А этот центнер даже сдвинуться с места не может. В конце игры так вообще вас постоянно кидает какое-то дерьмо под ноги. Я вообще не представляю, как от них уворачиваться этой свиностанции. У меня есть свои фишечки. Аннигиляторная пушка! Возвращаясь же к геймплею на введение, первое, что вас встречает при выборе персонажа, это возможность отключения урона по напарнику. Мы-то, конечно, любим классику и первую часть, но в коопе мы отвратительная команда. Поэтому выключить к чертовой матери! Непосредственно в самих драках нового, по сути, не так уж и много. Стандартные атаки, 2 раза вперед, удар назад, захват, бросок, уебок в пол и суперы. Все так или иначе уже было в серии, что-то даже и подрезали. Как, например, возможность бегать, перекатываться вверх-вниз или прокачивать свои спецприемы звездочками. Не, здесь звездочки играют совсем другую роль, теперь это сверх-ультра приемы по площади, наносящие урон, как комарик укусит. Тьфу, блядь. Вы посмотрите на это дерьмо. Огненные штормы, столбы зеленой энергии, понос Будды, а врагов бьет так же, как и мизинцем об тумбочку. Ну, типа, больновато, но, сука, не смертельно. Также была добавлена усиленная атака по зажатию кнопки. Я это сказал. Зачем там? Нахер не надо. Никто этим не пользуется. Вас отпиздят быстрее, чем вы что-то там зарядите. Жигуль, блядь, быстрее заводится. Кто хочет насадиться на мой... Подловил, подловил! Еще интересно переработали систему суперприемов. Это те, что раньше жрали ваше хп. В принципе, в третьей части с ними разобрались нормально. У вас есть шкала, она заполняется, пожалуйста, супер безвреден. Но разработчики четверки посчитали это слишком жирным подгоном и решили сделать по-своему. ХП у вас все так же отнимается за использование приема, но шкала отнимается зеленым, то есть ее можно спокойно восполнить ударами по врагам. Как по мне, действительно интересная и справедливая реализация. Правда, если вас побьют, а вы не восполнили шкалу, то все будет просрано. Но честно же, не получая урон. Это же можно сделать, да? Старые игры были медленными, а враги тупыми, отчего урон получался редко и в основном по тупости. Но в 4-й части все на спидах. Враги быстрые и беспощадны. Я уже говорил про хлыщей с карманами и блядскими прыжками. Но как вам, например, сумоист, атака которого настигнет вас везде, ее никак не отразить. Или гондоны с пушками, стрелявшие в 3-й части медленно, давая вам возможность уклониться от пули. А в 4-й как с жизнью, сука!
О, ну и, конечно же, хай-тек щиты из Сколково, для пробития которых требуется аж целых 2 захода. И вам просто никак не избежать урона, если пытаться брать их натиском. Твою мать, в какой-то момент начинает казаться, что ты чего-то не понимаешь, что есть какой-то прием или блок. Ну хуй там был! Все, что у тебя есть, это лишняя хромосома. Игра говорит, отбивайтесь суператаками. Ха-ха, блядь, даже в суперударах бьют. Но в целом это не смертельно. И даже не минус, а так придирка. Блока в серии отродясь не было, а всякой там еды и лечилок раскидано хоть жопой жуй. Нет. Увы, основной проблемой игры является ее продолжительность. Может, из-за того, что прошлые игры были такими медленными и неторопливыми, они ощущались более насыщенными, и ты погружался в них с головой. Но здесь и уровни что-то довольно быстро кончаются, и боссы в целом забиваются, почем, сам знаю, проходили еще и на нормале. Да, уровни наполнены всякими интересными штуками и эпичными моментами. Ну-ка, ну-ка. Есть! Я кинул ее на шипастую стену! Да-да-да, я ему целую шипастой стены! Всякими отсылочками, мелкими деталями. Ну как-то все быстро проходится, да и финальный босс совсем не тащит. Это ж просто те же аниме-детишки, только теперь их двое. Да еще и на гигантском роботе. Улицы ярости прям сочатся из этой битвы. Надпись «Сарказм». По крайней мере, есть смысл проходить игру снова и снова. Ведь за полученные очки в ходе прохождения вам дают всевозможные ништячки. Ништячки. Какое тупое слово! Ведь за полученные очки в ходе прохождения вам дают всевозможные бонусы по типу классических скинов персонажей. Хотя нет, не скинов. Тех же самых персонажей с их приемами и анимациями. Я-то думал, на них нацепят все навороты четверки, а нет, эти динозавры тупо ходят и бьют. И знаете, что? За них играть проще! Из-за того, что они гигантские ходячие спрайты. Их кулаки, ноги и прочие атакующие элементы намного длиннее и быстрее за счет меньшего количества кадров. А соответственно и ударов вы наносите больше из дальнего расстояния. Видно, что разработчики реально любят эти игры. Жаль, что все так быстро заканчивается, прямо как и наш обзор. По итогу хочу сказать, что Streets of Rage 4 потрясный битэмап, появившийся буквально из воздуха, вернул хоть на какое-то мгновение всем фанатам те самые улицы ярости, на которых они когда-то сражались. Однако же, что касается меня, увы, игра ту самую атмосферу первой части уловить не сумела. Ясен пень, как тут что-то уловишь, когда на первом уровне тебя встречает робот-д***еб, а на последующих мускулистая баба, раскидывающая гранаты. Тем для меня и прекрасен первый ссор. Это была игра про то, как простые чуваки пошли воевать со злом, шли по улицам, били гопников и в конечном итоге пришли к ее лидеру. А тут у нас голографический замок Дракула вместе с роботом, позаимствованным из Freedom Planet. Но, к счастью, никому не интересны кряхтения старого вонючего фаната, а игра все еще классная. Играйте сами, возвращайтесь на улицы ярости, заходите на наш паблик и помните, мы такие сидим, проходим финального босса. Тут один из этих анимешников прыгает за экран и вызывает робота. При этом мы все замерли, управление нам отключили, мы типа ждем, пока он появится. Мы, значит, бьем его, почти уже добили, и тут снова замираем. Ну, я-то думал, новая форма! Следующее, что мы услышали, звук начал превращаться в мой монтаж. А далее босс таки показал свою самую мощную атаку. Синий экран, нахуй! Все, блядь! Игра повесила комп, и он пошел в ребут. Охуенная форма, наповал бьет.